Следующий уровень начинаем с дробовиком, бежим вот сюда на диагональном стрейфе и обязательно ломаем вот этот ящик деревянный, прислоняемся к нему немножко на бегу и лутаем 2 таблетки. Перезаряжаемся и вот в этих врагов стреляем. Вот в этом ящике также лежат патроны для дробовика. Хорошо, если мы их на ходу подбираем. Если не подбираем, то, ну, в принципе, ничего страшного. Также можно вот это оружие подобрать, если убили врагов. Дальше входим в дверь на Unleash FPS. Здесь есть два варианта. Либо мы проходим мимо вот этого противника и убиваем только вот этого. Либо мы убиваем обоих. То есть вот этого с шотгана, этого проще всего с берет. Если мы убиваем двоих, то, как вы могли заметить, активируется киллкам, то есть это небольшой таймлуз. Но убить двоих чуть безопаснее, потому что вот этот очень часто, по-моему, может надамажить. Здесь опять же на Unleash FPS скользим быстрее по лестницам. То есть первого удобнее с шотгана убить, после того, как он кувырок свой завершает. Второго удобнее убить с берет. Спускаемся, бежим на диагональном стрейфе, 100 FPS переключаемся и дробовик. Бежим, бежим, бежим. Значит, прежде всего убиваем вот этого и следом за ним врага с беретками. Хорошо, если мы залутали пистолеты по пути. Этого тоже желательно убить, но если не убили, ну, наверное, не стоит обращать на него внимания. Хотя, если начинающий раннер, то стоит, наверное, обернуться и добить, потому что он потом за нами побежит, может проблемы доставить. Значит, вот здесь, на вот этой лестнице, переключаемся на 30 FPS и бани купим. 4 прыжка. Здесь вот этот забор крайне желательно перепрыгнуть. Точнее, напрыгнуть на него и соскользнуть, потому что это будет быстрее всего. Напрыгивать на этот забор нужно на 30 FPS, потому что на 100 FPS, видите, вот у Макса такая длинная, долгая анимация вскарабкивания. Для того, чтобы ее не было, переключаемся на 30 FPS, соскальзываем, и еще одна такая же лестница. Значит, 4 прыжка по лестнице. И дальше, что я делаю? Я стреляю вот в этот ящик. В нем лежат патроны для дигла, которые нам потом понадобятся. После выстрела, иногда, кстати, этот ящик может не разбиться с первого выстрела, но чаще всего он разбивается. Разбиваем этот ящик и напрыгиваем на него на 30 FPS. Лутаем патроны и переключаемся на Unleash FPS. Желательно даже убить сначала вот этого, потом вот этого. Unleash FPS для скольжения вниз по лестнице. И здесь вот будет два противника. Сначала вот это убиваем, потом вот это. Дальше переключаемся на 100 FPS, сейвимся. Этого убиваем, этого тоже убиваем. Так, вот это мне не повезло сейчас. Я похиляюсь. Вот здесь обязательно лутаем 3 таблетки. И вот здесь нужно нажать 2 раза кнопку взаимодействия для того, чтобы открыть хранилище А. Я в этом случае приседаю для того, чтобы по мне была меньше вероятность, что по мне попадет враг с беретами. Но он, как правило, все равно всегда попадает, потому что он ганблок. Здесь берем детонаторы. Опять нажимаем 1 раз и бежим обратно. Желательно по пути подбирать оружие, которое лежит, но только если это не меняет нам траекторию. Опять же переключаемся на 30 FPS, напрыгиваем на заборчик и соскальзываем с него. Здесь переключаемся на двойные береты и убиваем вот этого врага. Здесь такой опасный момент. Вот этот враг, он сам по себе не очень опасен, но следом за ним есть вот этот враг, у которого есть граната. Если он ее кинет, то он с большой долей вероятности снимет там очень много хп. Поэтому желательно сделать следующим образом. Вот этого врага с беретами мы в него немножко стреляем, чтобы кинуть его в станлок. И дальше переключаемся на врага с гранатой и убиваем его. И потом уже добиваем врага с беретами. Ну, неудачно получилось. Да, еще желательно подобрать обрез, который остался лежать на лестнице. После того, как мы всех убили, юзаем детонаторы, обязательно подбираем гранату. Если вдруг так получилось, что вот до этого, когда мы напрыгивали вот на этот ящик с патронами для дигла, если так получилось, что мы этот ящик не разбили, возвращаемся и разбиваем его, чтобы залутать патроны.
Дальше длится катсцена с Алексом. Она длится ровно минуту. Ускорить ее мы никак не можем. Поэтому встретимся с вами после окончания этой катсцены. Катсцена подходит к концу, я зажимаю назад и готовлюсь бежать вправо. Перезаряжаюсь, сейвимся обязательно и убиваем вот этих врагов, проще всего с берет. Я для этого прислоняюсь вот к этой стене. Так, но обычно вот этот враг за мной не бежит. Просто он меня догнал из-за того, что я долго объяснял. Значит, вот здесь желательно вот этого врага, который посерединке, в него выстрелить из дробовика, когда мы вот только-только получили вижен на него. Здесь довольно легко получить урон. Если начинающий раннер вы, то можно сделать кувырок для того, чтобы избежать урона. Убивать всех не обязательно, надо просто пройти без урона. Еще вот этот вот противник, который кидает гранату, иногда он кидает гранату вот сюда, как вы можете видеть. Ну, это видно, куда он кидает гранату. В этом случае она вообще нам никакого вреда не нанесет. Но иногда он кидает ее правее. Возможно, это зависит от того, когда именно мы... да, вот он сейчас кинул гранату прямо мне в башку, и она отскочила. Ну, кстати, довольно неудачно отскочила. Вот. Но иногда бывает так, что он кинет гранату где-нибудь вот сюда. В этом случае мы заходим за стену вот так вот, прячемся от гранат. Поняли, надеюсь. Я говорю, довольно неприятное место. Хиляемся. И берем в руки дигл. И вот здесь вот можно прыжками немножко себе сократить дистанцию по лестнице. Следующий уровень мы должны начинать с диглом в руках. Это самое эффективное оружие для того, чтобы провести босс-файт. Еще хочу заметить, что если вот вы начинающий раннер, у вас все плохо с хп, то вот здесь вот в этой будке есть 4 хилки. И вот здесь также ближе к концу есть тоже будка с 4 хилками, но подбирать их, конечно, таймлуз, особенно вот эти вот 4.